Мальчик дает коту бутерброд. Дядя Федор и Матроскин приехали в деревню, которая называется Простоквашино. У них есть красивый самовар. Кто там? И он говорит: это я, почтальон Печкин. Hi guys, welcome back to my channel. My name is Sergey, and today I'm going to tell you a story about this cartoon. Трое из Простоквашино. So it's a famous Soviet cartoon which I really wanted to show to you, but because it's still not in public domain and they talk a lot, they talk sometimes fast, so I thought it would be better if I'll just take screenshots and narrate the story for you in this slow, comprehensive manner. A lot of people said that I've been using a lot of AI lately, so I decided to cut it out and just use real content. And before we start, don't forget, of course, to turn on subtitles. It's under this video. You will see a little sign on the usually bottom left corner of the screen, or sometimes it can be CC. You need to press there and choose subtitles in the language you want. It can be Russian, English, or any other that are available. Well, before we start, don't forget to give a like to this video. I'm sure you're gonna like it, and if you don't like it, you can always take it back. Ну что, вы готовы? Поехали! Oh, one more thing, don't forget to watch this video till the end, because in the end I have a tiny present for you. Alright, поехали! Мы видим кота, это кот, и он сидит в подъезде. Да? Подъезд. Это место мы называем подъезд. И он сидит в подъезде, к этому коту подходит мальчик. Мальчик дает коту бутерброд. Да? Это бутерброд. Он дает ему бутерброд. Кот сидит грустный. Кот очень грустный, потому что он голодный, да? Он хочет есть. И мальчика зовут дядя Федор. Дядя Федор, да. Он мальчик, но его зовут дядя Федор. Почему? Я не знаю. А этого кота его зовут Матроскин. Матроскин. Да, вот. Кот Матроскин и дядя Федор. И дядя Федор дает Матроскину бутерброд, потому что Матроскин очень голодный. Вот. И дядя Федор ест бутерброд с колбасой. Да, у нас есть колбаса и хлеб. Вот. И после этого Матроскин говорит: да, у тебя есть еще еда, я очень голодный. Он говорит: да, конечно, иди ко мне домой. Да? И Матроскин вместе с дядей Федором идут к нему домой. И дома Матроскин ест очень вкусную еду. Он ест бутерброд с колбасой, хлебом, он пьет молоко. А дядя Федор, он читает журнал, да, и они сидят на диване, да, это диван. Вот, это диван, да. Они сидят на диване. Домой приходит... Кто приходит домой? Домой приходят мама и папа. Это мама и папа дяди Федора. И, конечно, дядя Федор, он знает, что его мама, она не любит кошек. Вот. И быстро Матроскин прячется, да, он прячется под диваном. Он не на диване, он не над диваном, он прячется под диваном, да? Прячется. Вот, он прячется под диваном, и после этого мама говорит: дома пахнет, да? Пахнет кошками, пахнет кошками. Папа такой: да, пахнет кошками. Вот. И потом они видят, что у него есть кот. И папа говорит: о, кот, хорошо, у нас будет кот.
Но мама говорит, нет, я не хочу котов. И мама говорит, либо я, либо кот. Да? Либо я, либо кот. И, конечно, папа сказал, я выбираю тебя. Да? Он выбрал. Да? Мы говорим выбирать. Вот. Да, он выбрал маму. Вот. И, конечно, дядя Федор был очень грустный. Он был очень грустный. Вот. Но он решил, что он не хочет жить дома. И он пишет письмо, да, он пишет письмо маме и папе. И он говорит, что он уезжает, да, уезжает далеко, потому что он любит животных, как я. И Матроскин, он такой тоже сердитый, он собирает их вещи в чемодан, в сумку. Это, да, сумка у них. Он собирает вещи. Вот. После этого они едут в деревню. И сейчас это деревня. Они в деревне. Вы видите здесь маленькие дома, такая дорога деревенская, да. Здесь есть река, да, река идет. Вот. В общем, хорошо. А здесь есть многоэтажки, да, это большие дома, многоэтажки. Ну вот. И получается, они приехали, и дядя Федор и Матроскин приехали в деревню, которая называется Простоквашино, да? Простоквашино — это название деревни и название этой истории. И они встретили... Кого они встретили? Они встретили кота? Нет. Они встретили собаку. Да, и эту собаку, его зовут Шарик. Да, это пес, собака или пес. Пес — это как мальчик, собака. Значит, этот пес — это Шарик. И он говорит, можно я буду с вами? Да, он тоже хочет жить вместе с дядей Федором и с Матроскиным. И, конечно, дядя Федор говорит, да, давай, без проблем. Хотя Матроскин, он не любит собак, не очень. И потом они нашли один дом в деревне. Тут написано «Дом свободный, живите, кто хотите». Да, то есть дом свободный, если вы хотите тут жить, без проблем. Вот. И они пришли, дом, конечно, был старый, но нужно было дома убраться. Да, мы говорим, секундочку, убраться. Вот, то есть они сейчас убираются дома, потому что дома чуть-чуть грязно. Вот, они подметают пол, да, Матроскин и Шарик, они подметают пол. А что делает дядя Федор? Дядя Федор моет окно. Да, он моет, и это, конечно, у нас окно. Вот. И после этого к ним в гости пришел почтальон. Это почтальон, да? Почтальон — это человек, который носит письма, посылки, да, он работает на почте. И этого почтальона, его зовут почтальон Печкин. Почтальон, да, имя его или фамилия Печкин. Вот. Итак, почтальон Печкин, он такой, о, вы кто такие? Почему вы здесь? А где твои мама и папа, мальчик? А они говорят, да, это... У нас нет мамы, у нас нет папы, мы сами здесь, да? Он говорит, то есть я здесь сам, вот. И он говорит, как? Нет мамы, нет папы. Это ненормально, когда маленький мальчик без мамы и папы, вот. Но да, после этого дядя Федор, Матроскин и Шарик, они пьют чай, да, у них есть красивый самовар здесь, вот, они пьют чай, у них есть хлеб, и они тоже делают себе бутерброды,
Это нормально в России пить чай с бутербродами. Да, вот. Люди пьют чай с тортом, да, с кексами, но в России люди тоже пьют чай с бутербродами. И у них проблема. У них нет денег, да? Мало денег, и они думают, что делать, что делать. Матроскин, у него идея, он хочет купить корову, да? Корову, чтобы корова давала им молоко, и молоко они могут продавать, то есть чтобы другие люди покупали это молоко. Но у них нет денег, чтобы купить корову. И тогда дяде Федору приходит идея. Он говорит, мы будем искать клад. Клад? Что такое клад? Да, давайте напишем клад. Да, клад – это то, что люди могут найти под землей, и это могут быть деньги, золото, сокровища, да, это клад. Значит, они ищут клад, они пошли ночью искать клад. И сейчас дядя Федор, он копает, да, копает. Он копает клад. Или, да, он думает, что там есть клад. А Матроскин и Шарик, они сидят и ждут, когда дядя Федор найдет клад. Вот. И дядя Федор копает, копает, и потом пум! Ура! Дядя Федор нашел клад, да? Вот. И они были очень рады. Они, ура! У нас есть клад! Мы можем купить корову. И этот был такой, видите, сундук. Да, они нашли это сундук, и в этом сундуке может быть много денег или золота. Вот. И сейчас они счастливые, идут домой. Ля-ля-ля-ля-ля. Но, когда они шли домой, они увидели маленькую птицу. Да, маленькая птица, и у этой птицы есть монетка, да, деньги. Одна монетка во рту. Да, это не рот, ну, скажем, рот у птицы. И она летит. А за этой птицей бежит почтальон Печкин. И он очень злой. Он, дай мне мой рубль. Да, у него есть 1 рубль, и птица забрала его 1 рубль. И потом мальчики, они поймали птицу, и птица с ними. Он говорит, это плохая птица, ее нужно отдать в больницу. Да, больница – это место, где люди болеют. Он говорит, на эксперименты. Мальчики такие, нет. Мальчик, дядя Федор, не отдадим птицу. Да, он дал ему рубль. Вот. И после этого они вернулись домой. В это время мама и папа, они моют посуду. Да, мы говорим, моют посуду. Они моют посуду, и они говорят, где наш сын, где дядя Федор, что делать? Да, они обсуждают, и они решили, что им нужно написать объявление в газету. Да? Вы увидите, что такое газета и объявление, я вам покажу. Но сначала у нас есть маленький галчонок, да? У нас есть такая птица, галка, а это маленькая птица, мы говорим галчонок. Галчонок. И этот галчонок, он живет дома сейчас вместе с Шариком, с Матроскиным и с дядей Федором. Вот. И Шарик думает, нужно научить его. И он учит галчонка говорить «кто там?». Да? Что если кто-то постучится, то он скажет «кто там?». Вот. И он говорит «кто там?», «кто там?». И потом галчонок тоже говорит «кто там?». Вот. И он такой «ура! Я смог научить его». Да, после этого приходит домой к ним почтальон, да, почтальон Печкин, и он стучится в дверь. И он слышит «кто там?».
И он говорит, это я, почтальон Печкин. И у меня есть объявление в газете. Да, у него есть объявление здесь в газете. И эта газета, да, то, что люди читают, и объявление про мальчика, про дядю Федора. И никто не открывает, да, потому что дядя Федор, Шарик и Матроскин, они ушли по грибы, вот. И дома только Голчонок. И он снова стучится, и Голчонок говорит, да, кто там? И он такой, кто там? Это я, почтальон Печкин. Это я, да, и он такой злой, и Голчонок, кто там? Это я, кто там? Это я, почтальон Печкин. И Голчонок испугался и спрятался. После этого он уже сидит там 1 час. И кто там, кто там, кто там? Он такой, и он упал. Да, он упал и оставил газету. И когда они пришли, да, дядя Федор, Матроскин и Шарик, они увидели у него эту газету и увидели, что в ней написано. Здесь есть объявление, да, пропал мальчик, да, пропал, мы не знаем, где он. Глаза голубые, да, рост, да, его рост 1,20 м, то есть 1,20 м. Родители его ищут. Нашедшего ждет премия велосипед. То есть человек, который найдет этого мальчика, ему дадут велосипед. Вот, да. Тинь-тинь. И, конечно, он очень грустный, что мама и папа, они ищут его. Вот. Но этот очень предприимчивый и очень умный почтальон, он хочет велосипед. Поэтому он такой достал его, мы говорим, метр, да, чтобы измерить мальчика, какой его рост. Вот. А потом они нашли клад, да, и они купили себе корову. И корова ест траву. Все хорошо. И мальчик пишет письмо. Дорогие мама и папа, да, у меня все хорошо. Но потом он видит, что корова начала есть их белье, да, это белье. Здесь на веревке, да, у нас есть веревка, да, здесь сушится белье, то есть оно было мокрое, и они хотят, чтобы оно было сухое. Да, сушится белье, вот. И поэтому он быстро побежал забирать белье у коровы. В это время пришел Матроскин, и такой, письмо! И он тоже пишет дальше письмо от имени дяди Федора, да. Вот, потом Матроскин видит ситуацию и бежит помогать. И тоже помогает забрать белье у коровы, да, но корова не дает. Потом приходит Шарик, и он тоже пишет письмо. В общем, они все написали письмо от имени дяди Федора. Потом мама и папа, они получили письмо. Вот. И они читают. Итак, папа читает. Дорогие мама и папа, я живу в доме, у меня все хорошо, у меня есть хороший дом, но мое здоровье не в порядке. У меня очень болят мои лапы, да, и лапы это как руки, но у собаки или у кошки. А мой хвост, да, у него есть хвост, он отваливается, то есть когда люди говорят «хвост отваливается», значит, что очень болит. Вот. И мама представила, что у дяди Федора болят лапы, и его хвост, откуда у него хвост, да, он отваливается. Мама такая «Боже мой!» Да, и маме стало плохо. Она потеряла сознание, да, потеряла сознание. И папа принес ей воду. Вот, выпейте воду. Она выпила воду, и мама читает дальше. Последнее время у меня очень много шерсти. Да, шерсть – это как волосы, но у собаки, у кошки у них есть шерсть. Да, у меня очень много шерсти, так что все хорошо.
И папа такой: «А, у нашего мальчика много шерсти, да, шерсть. Что происходит?» Вот, в общем, они такие думают: боже мой, кажется, мы сошли с ума, да, сошли с ума. Вот, но потом пришел к ним домой почтальон Печкин, он тук-тук: «Здравствуйте, я почтальон Печкин, я нашел вашего мальчика». Вот, и он сказал им, где живет мальчик, и они такие: «А, ура!» Вот. В это время в Простоквашино плохая погода, холодно, идет дождь на улице, видите? И дядя Федор заболел. Да, и у него высокая температура, да, очень высокая температура. Он лежит на кровати, у него шарф, да, и у него здесь, я не знаю, что это, компресс на голове. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот. И Шарик, и Матроскин, они ухаживают, да, ухаживают за ним. И после этого Матроскин, Шарик смотрит: «О, такая высокая температура, это потому, что ты, Матроскин, дал ему холодное молоко, и он пил холодное молоко, и он заболел». Ай-яй-яй. Но потом к ним домой приходят мама и папа, а также почтальон Печкин с его новым тинь-тинь велосипедом. Вот. И, да, значит, они такие: «О, наш сын, ты болеешь!» Вот. И почтальон Печкин, потому что он нашел мальчика, ему дали велосипед, он говорит: «А, это все кошка, это все собака, они плохие, нужно их отдать в больницу на эксперименты». И они такие: «А, мы тебе покажем эксперименты», да, и они хотели его атаковать, поэтому он испугался и быстро уехал на его велосипеде. После этого мама трогает мальчика и говорит: «У, ты очень горячий, нам нужно малиновое варенье». Малиновое варенье. Вот, и у них есть малиновое варенье. Матроскин дает ей сразу малиновое варенье, и она такая: «О, какой умный кот!» Он такой: «Да, я умный», и она его гладит по голове. После этого на следующий день дяде Федору стало лучше, и выглянуло солнце, хорошая погода, вот. И дядя Федор, и мама, и папа говорят: «Все, нужно ехать домой, ты не можешь жить здесь». Вот. И, конечно, Матроскин и Шарик очень грустные. Но папа говорит: «Но ничего страшного, мы решили, ты можешь забрать Шарика и Матроскина с собой домой, в город». Да? Вот. И они такие: «Ура, мы можем ехать с ним». И когда дядя Федор сказал им: «Вы хотите ехать со мной?» Они сказали: «Нет, у нас здесь дом, у нас корова, у нас, мы говорим, хозяйство, то есть над чем работать. Поэтому мы будем здесь. Лучше ты, дядя Федор, к нам в гости приезжай в Простоквашино». Вот. После этого они пошли на улицу, и сейчас они прощаются. Мама говорит: «Спасибо вам, товарищ Шарик, что вы заботились о моем сыне». Он такой: «Да, пожалуйста, пожалуйста». Вот. И у них тоже голчонок маленький, они его гладят. А потом папа смотрит: хорошо, хорошо. Вот. И голчонок говорит: «Да, я хочу тоже поехать с ними вместе». Она такая: «Ну ладно, возьмем его с собой». А почтальон Печкин говорит: но я сейчас очень счастливый. Почему раньше я был такой нехороший, да? Потому что у меня не было велосипеда, но теперь он есть, и я счастливый». Вот. И они такие: «Ну хорошо, хорошо, мы понимаем». Вот. После этого он говорит: «Я тоже теперь хочу маленькое животное, потому что теперь я понимаю, что ты приходишь домой, а животное тебя видит, радуется, и так хорошо на душе». После этого дядя Федор, мама и папа и голчонок, они уезжают домой из Простоквашино, а почтальон Печкин, Матроскин и Шарик, они остались жить там.
Вот. И они говорят им пока-пока. Конец. Well, that's all for today. I hope you really enjoyed this video, and if you did, if you're still here, and if you're new, subscribe to the channel. I have a lot of videos like that. I was promising you a little present. So the thing is, I'm opening again a group classes, and if you like to learn in such a story-driven class, like kind of like this video, I show you pictures, I talk to you and I ask you questions, you can join too. You can find more information under this video, and the gift is a 10% discount for this course. You can send me this code in the email and you will get the discount. And before we end, of course, I want to thank all of my Patreon supporters. Without them I wouldn't be able to make it, and especially I want to thank my special patrons such as Joel, Liz, Josh, Jeff, and of course Bruce Lee, Michael, Holly and Andrea. Thank you so much. See you later. Пока-пока.